Ага, добрый день. Мы сегодня встречаемся с Снежаной вас у себя на кухне. И как вы все поняли, Снежана, вот она мне почистила морковь, почистила лук. Теперь она считает, что она уже 6-ю картофель чистит. Она тут очистки, что свинкам, что сама доедает. В общем, наконец-то я дожила. И могу, мне вообще надо было до 12 спать, для чего я встала, да? Ну, доча варит рассольник. У нас сейчас варится говядинка, варится перловая крупа, и доча чистит картофель. Мы с утра напекли хлеб, сейчас новый хлеб поставили. И пирог у нас вчера бисквиты спекли. Вот такой вкусный в этот раз получился. Ну, вижу, что прям муха базит. Поэтому так что вообще дел у меня нет. И компот я еще поставила. И компот поставили, сейчас будем варить, да? Снежана прям остановиться не может. А что еще делать будем? А что еще будем? Ну вот, как раз помощница. Так, для тех, кто только зашел к нам, для тех, кто недавно, кто много вопросов задает, да, доча? У нас... Вы на канале 11 детей наша жизнь. У нас 11 прекрасных детей, рожденных сердцем, да? У нас старший сын, которому 21 год, служит в армии. Почему? Кто служит? Владик. После Владика Снежана чулочку отращивает, поэтому мы обычно закалываем ее. Вот. Перед Владиком идет Валера, он в Армавире учится в техникуме. Остальные все детки дома с нами. Валера каждый раз приезжает домой на выходные. В пятницу приезжает, в воскресенье вечером уезжает. Все дети сейчас в школе. Со Снежаной мы уехали с больницы. Нам прокапали капельницы. Да, нам брали много крови, отпустили нас, сказали, у деток так бывает. Некоторые детки, там вот девушка в больнице лежала с мамой, ей сделали операцию. Она до этого 3 дня также лежали, откапали, уехали, через месяц все равно приехали. Но надеемся, что мы не приедем. Ну, приедем, значит, приедем. Аппендицит такая штука, да, который не спрашивает. Ну, будем надеяться, что нас обошло. Говорят, что некоторые по 3, по 4 раза даже попадают так вот с воспалением аппендицита, капельницу антибиотик поставят, и все вроде бы проходит. Пока Снежана варит, кушать, ты, оказывается, себе там чуть-чуть срезаешь, да? А я думаю, что ты кушаешь? Она себе нарезает. Я ей тут помыла картошечку, она чистит. 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Я пересчитала. Еще большая головка лука и еще морковь. Это все она начистила. Мы только что сходили к бабушке с дедушкой. Бабушка с дедушкой — это наша свекровь со свекром. Они живут с нами по соседству, прям забор в забор. Мы по улице не ходим, а ходим по территории, по огороду, можно сказать, друг к другу в гости. Это очень здорово, когда родители живут рядышком. Вроде бы и не надоедаем друг другу, а вроде бы и рядом. Хотелось бы, чтобы вся улица была, и все наши родственники жили со стороны мужа и мои. Как бы там ни было, все равно, когда все близкие, рядом. Вроде бы и не вместе, а вроде бы и вместе. Вроде бы и надоели друг другу, а вроде бы и друг другу поддерживаем. Это моя мечта, чуть-чуть уже мечта сбылась тем, что переехали родители. Родители приняли решение это сами. С Комсомольска на Амуре переехали сюда. Иван ездил на машине, их перевозил.
Гнали дедушкин микроавтобус, гнали сюда, и теперь они тут живут. И вот хочу поотвечать на вопросы, пока раз мне совсем нечем заняться. Раз хлеб уже хозяйка поставила, картофель чистит и себя голодной не оставляет. Хозяйство накормлено, компот варится, я посижу. Случайная знакомая: здравствуйте. А я почему-то не могла готовить, когда дети на кухне. Обычно закрывала двери и пока все не приготовлю, просила детей не заходить. Не знаю даже почему, но мне так удобнее, чтобы никто не мешал. Конечно, так проще. Конечно, так проще. Но выбора нет. Что, дочка? Груша. Приходится, вот она с утра, что будем делать? Завтра нам выходить в школу. Вот она с утра, что будем делать? Что будем делать? Что будем делать? Конечно, вчера вечером ставлю тесто, чтобы печь сегодня утром хлеб. Максим прям вот по ногам не наступает, но рядом со мной. Конечно, лучше быть одной на кухне, ну, когда вот они рядом, это тоже здорово. Они учатся, чтобы не получилось так, пока у них было желание, отбивала по рукам. Только не порежьте, ладно, дочь? Что-нибудь почистишь, я почищу. Да, хорошо. Чтобы не отбить им желание, чтобы они хотели. А? Это уже 10-я. Это уже 10-я картошечка, ничего себе ты. Маленький, для супчика чистим. Поэтому готовим, и Василиса всегда очень любит, Анюта очень любит быть со мной на кухне. Поэтому иногда у меня бывает такое. Поэтому я чаще готовлю, очень часто готовлю ночью, когда положу детей спать. Если я чувствую, что я уже очень устала, я готовлю, когда положу детей спать, у меня открывается второе дыхание, и я пошла. Второе. Ирина Творогова. А где живут ваши свекровь со свекром? Они дом, что ли, рядом купили? Я как раз Ирина ответила на этот вопрос. Да, купили рядом дом, в забор. Мы, когда заехали с Иваном в станицу, Иван здесь себя чувствует очень хорошо, комфортно прям чувствует. Я первое время мучилась, мне город нужен был, я хотела в город. Я не хотела жить в станице. А Иван прям хлебом не корми. Но все-таки я побеждала, я приводила Ивану разные доводы. Мы уже были в поисках дома, и мы уже собирались съехать в город. И приехал дедушка, посмотрел и сказал: хочу здесь забор в забор с вами жить. Поэтому мы теперь и мне нравится здесь, теперь уже это наш дом. Теперь я смотрю, что наша станица, люди приезжают, строят дома. У нас не такая станица, которая загибается. Видно, что люди молодые строят дома, дома продаются, дома покупаются. Поэтому я успокоилась уже на этом. Родители рядышком, что еще надо? Территории большие, детям не всем дадут у нас квартиры, и то дадут ли их. Вот Владу 21 год, ему ничего еще не предлагали, поэтому посмотрим, дадут или нет, или когда, а то придется тоже дом строиться с той стороны, чтобы дети тоже жили. На 30 сотках можно построить спокойно 3 дома. И там еще 30 соток у дедушки с бабушкой, так что живи не хочу. А 12 пойдет? Мало. Если устала, оставляй, я буду чистить. Еще будешь? Вот так вот. Так, Наталья скромная. А мы 6-й год ходим на греко-римскую борьбу. Я была против, но сынок очень хочет. Наталья, здравствуй. Здравствуйте. Ездит на соревнования по области. Почти всегда призовые места. Тренер у нас такой молодец. И в поход с ними, и на речку, и в соседнюю область. На 10 дней ездили отдыхать дикарями. Наталья, вы знаете, у меня родной брат, когда мы жили вдвоем, тоже ходил на греко-римскую борьбу. Он учился в университете, ходил в греко-римскую борьбу. То есть
как бы при университете они занимались, ездил на соревнования, везде за границу ездил. Тоже до поры до времени тренер тоже молодец, когда Павел бросил заниматься греко-римской борьбой, начал бросать, когда ему начала приводить доводы, и когда вот неприятность произошла с парнем на тренировке, с его тренировки, что парень остался в инвалидном кресле, мой Павел оставил тренировку. Ну а так занимался, был фанатом, даже тренер на меня ругался, что я не думаю о будущем его, что у него хорошие данные, и что я побуждаю его оставить тренировку. Ну вот было ему 20 с лишним лет, когда он оставил тренировку. Молодой еще был, ну оставил. Тоже мы знаем, уши у нас все переломанные. Уши как мясо. Все переломанные у брата. Ольга Кирюхина, 11 дней. Я часто не вижу комментарии, сейчас тем более вы видите, какой график. Порой, может быть, я такой человек, я не люблю ходить по магазинам. Если полезла в интернет, все, мне надо зайти к некоторым друзьям, мне надо прочитать комментарии. Раньше у меня было время побольше, я ехала в машине и могла читать. Сейчас я в машине не могу читать комментарии, поэтому вот где придется. Вот пока дети взяли оборону и полностью готовят кушать, да, Снежана? Глазки мы не закололи, сегодня мы челочку отращиваем. Пока дети готовят кушать, я могу почитать комментарии, да, доченька? Да. А завтра уйдешь в школу, уже не смогу почитать комментарии, потому что мне придется самой готовить. Но ты навари на 3 дня, ладно? На 3 дня пусть наварят. Мы с ней сейчас хлеба напекли, такие здоровые. Бабушки с дедушкой отрезали, Снежана унесла, да? Мацун сделали 6 литров, да? Бабушки унесли тоже 1,5-литровую баночку набрали. То есть, и ты навари супа на 3 дня, чтобы мама не варила, да? Хлеба мы сейчас еще поставили. Потому что раньше мы с утра покупали 5-6 булок, вечером покупали 5-6 булок. Сейчас мы хлеб перестали покупать, полностью пекем. Да? Булки тяжелые, и собачкам даем, и чушечкам достается. Всем. И вот вы, Ольга Кирюхина, здравствуйте, вы написали такой комментарий. Зачем же вы 3 раза пытались кота бросить на выживание? Я в шоке. Только подписалась на вас. Понравилась семья. Печально. Правда печально. Но этот кот был взят на передержку. И в принципе он бы жил до того момента, пока мы не пытались его 3 раза бросить. Но потом он все-таки к нам пришел. Я рассказывала в том видео. Почему я стала от него избавляться? Потому что он стал поедать цыплят. Он стал пакостничать. То есть у него стали охотничьи замашки, он прям на моих глазах переловил, курочка высидела цыплят, он всех убрал. И это же не единственный кот, которого Иван подбирал. У нас была собака, которую Иван подобрал, которая вскрыла мне теплицу, перегрызла кроликов, индоуток перегрызла. То есть порвала мой костюм хороший, новый висел на веревочке, я только первый раз его постирала, сушить. Она оторвалась, там наделала таких делов. Я тоже ее увезла. Со мной Иван не разговаривал, это был такой стресс, у нас как раз тогда друг был, Иван преподавал вождение, ну, одна из его еще профессий была, он преподавал вождение и обучал вождению. И друг как раз приезжал с Хабаровска, видел эту историю, муж со мной не разговаривал, это очень такая трагедия была. Мы искали эту собаку, и мы ее нашли через долгое время, мы ее опять же все-таки нашли, забрали к нам, и потом соседи по даче, у них потерялась собачка, ее задавили. И вот они взяли нашу ту собачку Марселу. То есть получается, что это не единственная собака и кошка, Иван подбирал всех, кого видит, всех подбирал. И здесь, в принципе, все животные, которые у нас есть, а у нас их, поверьте, много, это тоже Иван всех наподбирал. И когда кот стал наглеть, вести себя плохо, да, я разозлилась, тут собака все поперегрызла,
костюм мой новый порвала, там и пододеяльник, и костюм новый мой. Тут кот перетушил прямо на моих глазах цыплят. Конечно, я тогда обозлилась и говорю, он же жил где-то до этого времени. Мы его откормили, полечили, он стал толстый, красивый. Я хотела от него избавиться. Да, хотела взять грех на душу, но он все равно, ты картошку ест свежую, не могу. 20 пойдет? Ой, еще чуть-чуть. У нас кастрюлька большая, надо еще. Ты, если устала, я дочищу. Нет, 20 пойдет? А сколько ты? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 20, да, еще 5, да? Давай. Наешься зато сырой картошки. Вот почему, Ольга, мы выбрасывали кота. Ксюша, на вашей новой кухне теперь девчонкам разгуляться есть. Скоро займут вашу территорию. Какое счастье для всех деток, что попали в вашу семью. Ксюша, спасибо большое. Где они знают, что они там нужны не для выгоды. Это наши дети. Какая выгода? Мы только в убытке, как и все родители. То в долгах, то не в долгах. Обстановка обычная семья, да, доченька? Просто у нас есть братики, сестры, да? У нас большая семья. Детей мы очень любим. Мы в этот раз, Наталья Шушина, здравствуйте, вы меня натолкнули на такие воспоминания. Здравствуйте, дорогие уже любимые, привет вам от новеньких. Наталья, здравствуйте. Принимайте в свою добрую компанию. Конечно, принимаем. Я только сейчас наткнулась на ваш канал и сразу пребываю в шоке. Ну, тут много что написано, и вот даете надежду, что в этой жизни еще есть чудо материнства, которое не задавить ничем и никак. Наталья Сергеевна, мать 4 детей, город Архангельск. Наталья, ну немножечко, видите, я живу вот в своей среде. Как бы я считаю, что это так и должно быть. Ну вот в этот раз мы с дочей были, смотри, дочка, какие сильные, еще шкарлупки. Ничего. И считаю, что так и должно быть, что в принципе семья, кушать сварили. Яблок вчера накупили опять. Дети каждый день берут с собой, я им режу по яблочку обязательно. Да, доча? С собой в школу. Порезанное, кстати, яблочко, кто дает яблоки, очень удобно, когда яблочко порезанное в мешочек. Достал кусочек на перемене, скушал, на следующий опять. Я так и думаю, что все так живут. Но вот в этот раз мы с дочерью лежали в больнице, ой, она меня там сделала. Через каждую минуту кружится. Ля-ля-ля-ля-ля. А что делать будем? А что делать будем? Что делать будем? Я не могу, это вообще караул. Все, ей как чуть-чуть отлегло, то она лежала, все под капельницами. Как чуть-чуть отлегло и началось. Мы с ней английский учили. Учили так, что на нас все даже смотрели. Мы чувствовали, потому что в основном родители в телефонах, дети в своих телефонах. А тут английский мы учили. Потом мы начали с что еще делать будем? Давай диктант писать. Она мне говорит, ну давай. Я набрала с собой журналов и тетрадок и все дома оставила. Пришлось сходить в магазин, купить хорошую разукрашку, 2 пачки карандашей, там металлик, да, цвет. И такие мы купили пастельные еще, да, цвета. Потом ручки купила, тетрадку купила. И вот она, давай диктант писать. Ну давай, диктант с ней написали. Потом, та-та-та-та, что делать будем? А что делать будем каждую секунду мне? Ой, давай уменьшать. В общем, мы до 100 и плюс уменьшали 30 на 20, 40 на 50 уменьшали, потом прибавляли, потом что мы только не делали. Мы с ней потом разукрашивали, мы с ней и время изучали. То есть, да, вот ежесекундно она даже не лазила в телефоне почти. Вот я, когда уходила куда-то, она сразу брала телефон, чтобы ей не было скучно. А все остальное время она меня пытала. А что делать будем? А что делать будем? Вот сейчас дома дальше.
что помогать, что помогать, что помогать, что помогать. Конечно, вечером, вот когда уже время наступает, мое время, когда детям всем надо ложиться спать, я так хочу уже. Вчера вот они, девчонки, разбаловались, время уже 11 час, они что-то сюда пить приходят, что-то еще. Смотрю, хохочутся, хохатываются там. Мне надо, чтобы они уже легли спать, потому что уже мое время, я тоже не хочу долго. Я давай, вот они легли спать, я давай бисквит делать бесподобный вчера получился, нарезала им. Я им вот такие. Вот такой бисквит каждому, ну он большой, вот моя ладонь, каждому такой бисквит нарезала, как печенька, он такой прям вообще такой получился, шикарный. И яблочки, сегодня небольшой перекус, Ульяна уже переходный возраст разгружается. Да, хватит, все, давай я тебе дам полотенчика. Ой, ну до чего же я счастливая мама, она мне все наделала. Ульяна разгружаться решила, только яблочки берет. В общем, целая эпопея начинается. Поэтому, когда люди вот пишут комментарии, вы другие или еще что-то, я даже, если честно, не понимаю, о чем говорят. Потому что Снежана знает, я в 4 стенах этих вечно дома. Вот сейчас у меня стирка идет. Я 2 машинки уже развешала. Время 10:23, да, доча? Мы сходили к бабушке с дедушкой, попроветовали, попили у них кофе, и вот пришли дальше. Хлебушек, мацу я уже сказала. И дальше мы сидим, делаем дела. Я сижу, а Снежана работает. И понимаете, вот сегодня надо за справкой съездить, завтра дочь выходит в школу, а говорят, уже в пятницу каникулы начнутся, в пятницу якобы уже не учатся. А еще у тебя завтра концерт. Да. Поэтому я как бы немножечко, вот первое время читала, я вообще недоумевала, о чем люди говорят. То есть, ну это у всех так дома. Дальше. Александр Майер. Александр, здравствуйте. У вас такое сообщение на видео, где мои мальчишки испачкались перед тем, как поехать к репетитору. Вы немножечко все не так поняли. Нету такого, что кто-то наплевательски относится к тому, что мы платим деньги к репетитору. Они ехали, они испачкались по дороге. Вы пишете: здравствуйте, вы действительно хорошая хозяйка и много готовите, но эта ситуация с мальчиками критическая. Ведь вы платите деньги, такой труд, у мальчиков напрочь отсутствует мотивация к труду, учебе и что дальше. Они уже взрослые, это не детские выходки. Вы себя представляете в 12 лет сбежавший от репетитора, наплеватель на деньги и труд родителей. В 16 лет мальчикам выходить во взрослую жизнь, а они что, по лужам будут бегать? Нет, курить и пить за гаражами будут. И ваш разговор подействовал? По виду детей пофиг, никаких разговоров на них не действует. Нет, Александр, вы все не так поняли. Вообще это была первая выходка моих детей. Одному сыну 8 лет, ой, 9, Косте исполнилось. Одному сыну 9 лет, а одному сыну 10 лет, им не 12. А во-вторых, один другого провожал к репетитору. Ну, проехали они по луже неудачно. Они пришли к репетитору, просто домой отправил. И позвонила мне: Света, ты видела, они какие? То есть это вообще была единственная такая выходка. Они молодец. Они молодцы. И у нас, я надеюсь, в семье разное бывает, но я надеюсь, что дети никто не будут под заборами пить и курить. Вот у нас Владислав, он не пьет и не курит, и мы знаем это точно, правда? Да. Конечно, у этих детей у всех разное будет. И их выходка наплевательски. Нет, они нечаянно испачкались. Конечно, если их не за что было особо ругать, они больше постараются так не делать. Они знают меня, я очень строгая мама. Но бывают ситуации, когда на самом деле смешно.
Это вот бывает время и случай. Вот они попали в это время и случай. Стараемся держать под контролем все ситуации. И мне нравится, что дети рассказывают все. То есть порой с детьми надо, правда, быть осторожней. Я недавно детям, у нас недавно тут такие были разборки, я прочитала случай, что в Саратове произошел несчастный случай, что девочка 14 лет там насмерть зарезала свою сестричку 8 лет, что она играла в жестокие игры и смотрела аниме там с уклоном на суицид. Я с детьми проводила серьезную беседу сразу, я им зачитала этот случай. Я сказала, что если дети, я у вас найду жестокую игру в телефоне, мы уже будем с вами по-другому разговаривать. Они знают, что я всегда как бы с трепетом к этому ко всему отношусь. И дочка, когда я осталась готовить вечером на кухне, Ильяна пришла и говорит: мам, почему родители с этой девочкой не разговаривали? Я говорю: доча, разговаривай. Но порой нам кажется, что вдруг мы что-то превышаем, вдруг мы со своей колокольни что-то не понимаем, что-то требуем от вас не то. Понимаешь, может быть, родители и знать не знали, может быть, родители наоборот 10 раз это все говорили и так получилось. Та ситуация непонятная. Я вас прошу, чтобы вы этого не делали. И вот мы стараемся, у меня вообще вот младший сын Иван, маленький, он не любит смотреть мультики, он любит смотреть, как пчелы родились, про насекомых. Что он еще любит? Как пчелы кусают. Как пчелы кусают людей, какие люди. Потом хохочет, вот это смотрит все, про насекомых, про всех. А еще любит про машины. И вот в машины там их вот ломают, они бьются. Вот это я ему не разрешаю смотреть. Потому что он смотрит, потом сам так играет. И вообще последнее время стараюсь, мы вечерами с ним достаем разукрашки. Вчера папа, вот, допустим, читал с ним, до этого Ульяна читала, до этого я с ним каждый день что-то. А я лично каждый день мы достаем разукрашки, приходит с садика или с музыкальной школы. Мы стараемся, я стараюсь, мне бы было удобнее, чтобы все дети разобрали телефоны, и я их не увидела бы вообще. Но приходится, просто приходится, потому что это правильно. Мы стараемся, чтобы они рисовали, рисуем, лепим что-то, то есть чем-то заниматься, но только не просматриванием телевизора. Вот до этого дети буквально неделю назад просмотрели полностью фильм «Электроник», да? Потом просмотрели фильм «Гости из будущего». Они с удовольствием это все смотрят, вот они в выходные дни, мы им это включаем, чтобы они вот именно не смотрели плохие мультики. Может быть, они смотрят что-то плохое, когда нас нету, а это бывает, меня нету. Это бывает крайне редко. Тогда они, наверное, конечно, позволяют себе что-то, может быть. Но если они компания, они же про друг друга еще и могут рассказать, поэтому они стараются смотреть что-то достойное. Ну, я надеюсь, что я немножечко вам объяснила, что мальчики тогда, им не 12 лет, во-первых. Во-вторых, они не специально это сделали, это было время и случай, но решили измерить лужу. Но неудачный случай получился. Ну, бывает в жизни все. Татьяна Ветрова. Здравствуйте, первый раз зашла, доченька, волосы на стол. Первый раз зашла на ваш канал, можно услышать о вашей семье подробнее. Услышать, может, такое видео есть, очень позитивное тепло в вашем доме, благополучие, здоровье, в каком регионе вы живете. Да, у нас много видео про нашу семью, про то, как наша семья образовалась. У нас Краснодарский край, мы живем в Краснодарском крае, живем мы здесь 4-й год, мы переехали с мужем и со всеми детками. Мы взяли дом, рядом по соседству с нами, как я сказала, живут наши родители. Видео у нас много, живет, у нас обычная семья, мне 48 лет, мужу моему 49 лет, вот уже 50 скоро будет. Поэтому мы живем, детки ходят в школу, занимаются спортом, музыкальной школой занимаются,
Ульяна с удовольствием выходила в художественную школу, но уже возраст у нее такой, что она у нас ходила немножечко музыкально, говорю, в художественную школу. Ну, а здесь художественная школа уже, здесь возраст у нее уже не подходит, ей уже 14 лет будет, вот, ей уже 14 лет. Поэтому такие вот у нас. Василиса ждет, что, наверное, на следующий год ее возьмут обучаться игре на гитаре. Наконец-то в нашей музыкальной школе появился преподаватель по гитаре. И в этом году почему-то директор про нас забыла. Ну и Василисе только 11 лет, как раз будет 12. В принципе, в это время они набирают. Василиса очень хочет идти на гитару. Мальчики первый год не ходят на футбол. Ходили они на футбол. Но вот сейчас, говорит, мам, мы опять хотим на футбол. Но куда они ходили, там нету больше футбола. Мальчишки уже взрослые, надо поискать, где есть футбол, и пусть ходят. Я знаю. Где? У меня тренировка. Маленькие футболы, доча, там маленькие дети ходят. А нашим мальчикам уже 14 лет, а там ходят маленькие. Мы Ваню в том году, маленького Ваню, хотели отдать на футбол, он не согласился. Отказался. У него есть свое мнение. Мы хотели нарушить его мнение, шли напролом, привели его уже. Там, мне так нравится, как там с детками занимаются. Он сказал, я не пойду, и все. Вот так. Вот такие вот у нас дела. Такая у нас семья. Дальше. Можно какая-то говорить, А что ты спрашиваешь? Стесняешься на камеру? Подтаскивай к себе тарелку сюда. И кушай, сиди. Вот, я тебе сейчас чай налью. Давай, кушай. Можно? Говорит, конечно, что ты? Сиди да кушай. А чай-то наливать? Положиться? Положить. Чуть-чуть, да? Держи. Ну такой не горячий, прохладненький. Нормально, да? Все, говядинка у нас варится. Так, дальше. Ну вот так мы сегодня со Снежаной с вами пообщались, ответили на некоторые вопросы, на которые я могу себе позволить ответить при Снежане. Да, дочь? Знайте, что у меня появились помощники. Вот сейчас Снежана, я даже теперь рада, когда дети на больничном. Они есть готовят. Натрудилась, наелась картошки, теперь бисквит кушает. Я стала бисквиты делать в духовке и нарезаю их порционно, как печеньки. И они их едят с таким удовольствием, очень вкусно. И не жирненько, и вкусно. Спасибо, что были с нами. Снежана завтра, я уже сказала, идет в школу. У нас все обошлось. А потом уже каникулы. А потом будут каникулы. 31 числа, я думала 30-го, 31 числа у нас веселые старты. Мы поедем на веселые старты. Возможно, получится немножечко отснять, мы вам покажем. Потому что мы с Ваней, с маленьким, участвовать не будем. Мы с ним будем в группе поддержки. И уже со стороны что-то сможем поснимать. Вам хорошего дня, хорошего здоровья, мирного неба. Спасибо, что заходят к нам люди с разных мест, с разных городов, с разных стран. Мы очень это ценим. Спасибо вам большое. До скорой встречи. До скорой встречи.